Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня мы с вами будем готовить шоколадный пирог с творожно-кокосовыми шариками. Невероятно красивый, эффектный и очень вкусный десерт, который идеально подойдет и для уютного семейного чаепития, и для пышного праздничного стола, где он гарантированно удивит ваших гостей своим необычным видом. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем мы с приготовления творожной массы. Для этого берем 300 граммов творога. Желательно использовать жирный домашний творог, но подойдет и магазинный 9%. К творогу добавляем 45-50 граммов крахмала. Я использую кукурузный. 60 граммов сахара и 1 яйцо. Вместо целого яйца можно использовать 2 желтка, что будет еще лучше. Теперь берем погружной блендер и начинаем тщательно пробивать всю эту массу до полной однородности. Наша главная задача на этом этапе полностью избавиться от крупинок творога, чтобы получилась абсолютно гладкая, шелковистая, похожая на нежный крем паста. В итоге должна получиться масса, которая очень похожа по консистенции на массу для приготовления сырников. Теперь всыпаем в творожную массу 60 граммов кокосовой стружки, которая придаст нашим шарикам тонкий тропический аромат. И хорошо все перемешиваем. К слову, вместо крахмала и кокосовой стружки в творог можно добавить миндальную муку, и тогда творожная масса получится еще более нежной. Наша творожная масса полностью готова, и мы можем двигаться дальше. А именно, сейчас мы будем формировать творожные шарики. То есть отделяем небольшую порцию творожной основы, кладем на ладонь и аккуратными круговыми движениями скатываем в плотный ровный шарик. Чтобы пирог в разрезе получился красивым, а все порционные кусочки выглядели аккуратно и пропекались равномерно, шарики должны быть примерно одинакового размера. Всего из получившейся массы нам нужно сделать ровно 12 штук. Вес каждого шарика должен составлять примерно 40-45 граммов. Пока наши творожные заготовки отдыхают, не теряем времени зря и подготовим форму для выпечки. Для этого рецепта я использую прямоугольную форму размером 28 на 19 см с высотой бортиков 5 см. Дно и бока формы нужно выстелить пергаментной бумагой для выпечки. Теперь берем наши творожные кокосовые шарики и аккуратно выкладываем их на дно подготовленной формы. Размещаем их ровными рядами, чтобы у готового пирога потом получились красивые разрезы. Форма с творожной основой полностью готова, поэтому пока отставляем ее в сторону и принимаемся за приготовление шоколадного теста. В первую очередь необходимо растопить 60-70 граммов шоколада любым удобным для вас способом. Растопленный шоколад пока оставляем на столе, чтобы он остыл до комнатной температуры. Пока наш шоколад остывает, мы займемся яйцами, которых нам понадобится 5 штук. У меня яйца по весу соответствуют категории S1. Яйца нужно разделить на белки и желтки, поэтому берем 2 глубокие миски. В одну отправляем желтки, а в другую белки. Будьте максимально внимательны, чтобы в миску к белкам не попало ни единой капли желтка, иначе они просто не взобьются в нужную нам пышную массу. Белки пока отставляем в сторону, а в миску к 5 желткам добавляем 40 граммов сахара. И сюда же всыпаем 16-20 граммов ванильного сахара. Это, как правило, 2 пакетика. Теперь с помощью миксера взбиваем желтки с сахаром до тех пор, пока масса заметно не побелеет и не станет густой, пышной и воздушной. Сахар при этом должен практически полностью раствориться. Теперь в эту взбитую, побелевшую желтковую массу нужно добавить растопленный шоколад, который к этому моменту уже успел остыть и стал приятной комнатной температуры. Снова включаем миксер и аккуратно перемешиваем желтки с шоколадом до полной однородности. Получившуюся желтково-шоколадную массу пока отставляем в сторону. И берем белки. Добавляем в них щепотку соли. Включаем миксер с чистыми и сухими венчиками и начинаем взбивать белки до образования так называемой пивной пены. Как только мы достигли этой стадии, вводим в белковую массу 40 граммов сахара и продолжаем взбивать массу на максимальной скорости до образования плотных, так называемых твердых или устойчивых пиков. Белковая масса должна стать белоснежной, глянцевой и очень густой. Проверить готовность очень легко. Если вы аккуратно перевернете миску вверх дном, правильно взбитые белки останутся абсолютно неподвижными и останутся в миске.
Теперь нам нужно объединить две наши яичные массы в одно целое, и сделать это нужно максимально деликатно. В миску с пышными взбитыми белками мы перекладываем нашу шоколадно-желтковую смесь и с помощью ручного венчика аккуратно смешиваем все до однородности. Когда шоколадно-яичная масса стала полностью однородной и приобрела красивый кофейный оттенок, пришло время для сухих ингредиентов. Устанавливаем сито над миской и всыпаем в него 50 граммов муки, 50 граммов крахмала и 50 граммов качественного порошка какао. Желательно использовать какао с содержанием жира не менее 20%, чтобы пирог получился глубокого шоколадного и цвета, и вкуса. А также не забудьте добавить половину чайной ложки разрыхлителя, который поможет нашему тесту хорошо подняться в духовке. Аккуратно просеиваем всю эту смесь. Этот шаг пропускать нельзя, поскольку какао и крахмал очень часто слеживаются в комочки, которые потом практически невозможно размешать в нежном тесте. Теперь мы снова берем венчик и такими же аккуратными уверенными движениями снизу вверх замешиваем шоколадное тесто, стараясь по максимуму сохранить его воздушность и пышность. В самом конце обязательно проходимся лопаткой по самому дну и стенкам миски, чтобы там не осталось сухих островков муки или какао. Готовым шоколадным тестом заливаем наши творожно-кокосовые шарики, которые до этого времени терпеливо нас ждали в форме. Старайтесь лить тесто равномерно, чтобы оно самостоятельно заполняло все пустые промежутки между творожными заготовками. Если есть необходимость, можно слегка разровнять поверхность теста лопаткой или аккуратно постучать формой о стол, чтобы тесто улеглось равномернее. В итоге все наши белоснежные шарики должны полностью скрыться под ровным слоем шоколадного теста. Отправляем форму в предварительно разогретую до 170-180 градусов духовку, где пирог будет выпекаться на протяжении 30-40 минут. Мой шоколадно-творожный пирог уже готов. Как вы можете заметить, шоколадное тесто очень хорошо поднялось, поэтому творожных шариков практически не видно. Сейчас, пока он горячий, бисквит очень хрупкий и нежный, поэтому нужно проявить терпение и не доставать пирог из формы сразу. Оставляем его на столе при комнатной температуре до полного остывания. В принципе, когда пирог полностью остыл, его уже можно смело нарезать и подавать к столу. Он уже очень вкусный. Но я настоятельно рекомендую потратить еще пару минут и покрыть остывший пирог сверху шоколадной глазурью или растопленным шоколадом, смешанным со сливками. А сверху, в качестве финального штриха, десерт можно украсить все той же кокосовой стружкой. Вы только посмотрите, какой потрясающий узор получился на разрезе. Идеально круглые белоснежные кокосовые шарики смотрятся невероятно эффектно внутри контрастного, темного, пористого шоколадного бисквита. При этом каждый кусочек на тарелке выглядит как отдельное произведение кондитерского искусства. А если говорить о вкусе, то насыщенный глубокий шоколадный вкус воздушного бисквита – это идеальное сочетание с нежной, сочной и умеренно сладкой творожно-кокосовой начинкой. Пирог получается не влажным, но и сухим его назвать нельзя, особенно если дать ему время на созревание. И еще, сразу после холодильника этот пирог может показаться более плотным, чем он есть на самом деле, поэтому перед подачей нужно дать ему время, чтобы он согрелся. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, с которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!